Так, ну что, спустя почти 3 месяца после того, как я купила себе беговые кроссовки и форму, я наконец попробую начать тренироваться, хотя по ощущениям слабость после химии, после лучевой все еще не прошла до конца, но я нашла тренировку, программу тренировок для начинающих, сделала ее для себя супер для начинающих. Там было чередование, по-моему, 2,2 минуты ходьбы и бега. Я начну с 5 минут ходьбы и одной бега, 35 минут общей длительности тренировку. Ну, посмотрим, как будет. Думаю, что запишу еще что-нибудь после точно, а может быть и во время. Ох, капец, не успела еще выйти на тренировку, с головы уже течет пот, потому что я раза 4 перевязывала кроссовки, потому что для меня совсем не очевидно, как правильно использовать вот эту вот вторую дырочку на кроссовках. Капец. Ох, капец, вышла из дома и только открыв дверь подъезда, поняла, что я кое-что забыла. А забыла я очки. Сейчас сначала сделаю разминку на площадке, тут потом уже начну. Так, ну в общем, я это сделала. Причем сначала я радовалась, как классно Яндекс показал, что там до какого-то времени будет просто гроза и не будет дождя. И так действительно было. То есть сверкала молния, гремел гром, дождя не было, там пару капелек буквально покапало. А потом в какой-то момент, просто в секунду, начался дичайший ливень. Причем такой, что аж прям больно было от того, как капли падали. Но nothing's gonna stop us, как говорится. Так что продолжила все по плану. Сделала 13 подходов, то есть чередование 5 минут бега, 5 минут ходьбы и минута бега. То есть каждый нечетный раз это ходьба, каждый четный раз это бег. Перед этим сделала беговые упражнения, после сделала тоже беговые упражнения. Мокрая до трусов, в прямом смысле слова. Но что я хочу сказать, интересное ощущение. Сначала было очень-очень противно, когда ноги начали намокать только спереди, вот где дырочки на кроссовках. Было не очень приятно. Потом, когда все, что находится в кроссовке, было мокрое, уже было хорошо, уже было нормально. И что еще хотела сказать? У меня вчера, по-моему, болела селезенка или что там в левом боку, когда мы гуляли с Машей. А несколько предыдущих дней болела левая коленка и немножко левое бедро. Я помазала перед выходом коленку с бедром мазью, и вначале коленка вообще не болела, бедро чуть-чуть побаливало, селезенка не болела. Потом в какой-то момент чуть-чуть коленка поболела, но в целом можно сказать, что она не болела. А вот селезенка где-то с середины тренировки уже, конечно, сильно давала о себе знать. Не знаю, в чем проблема, в чем причина, потому что вчера, когда мы гуляли, вообще мы, медленно шли. Блин, я теперь понимаю Андрея, который записывает эти видео, ходя туда-сюда. Потому что я вроде бы как бы завершила отрезком с ходьбой, но такое ощущение, что нужно еще походить, расходиться, все это заходить. В основном большую часть времени было в 3-й и в 4-й зоне. А на, по-моему, 5-м подходе я зашла в 5-ю зону, офигела. Очень пыталась как-то снизить пульс, но он вообще не хотел снижаться. Блин, рука уже болит телефон держать. И что еще? Во время отрезков с ходьбой я пыталась снизиться до 2-й зоны, но далеко не на каждом пешем отрезке это получалось. Пару раз я даже до 1-й зоны снизилась, но это было ненадолго. В основном даже во время ходьбы это была 3-я зона. Я думаю, если бы дождь не пошел, то я бы не такая бодрая и радостная была в конце. Но так как дождь пошел, стало попрохладнее. Хотя и так я вышла, около 9 вечера, было уже прохладненько, хорошо. Я порадовалась этому, еще порадовалась советом одеваться на тренировку легче, чем на прогулку. Потому что вначале я вышла, и мне показалось, что в маечке все-таки будет прохладно, но нет. Буквально после 1-2 подхода я поняла, что идеально. Леггинсы классные, потому что трусы промокли не сразу. И мне даже сейчас, будучи полностью мокрой, все еще тепло. Все, рука устала, пойду домой. Ну и да, что хотела отметить. В какой-то момент я поняла, что
очки уже бесполезны, потому что дождь залил их снаружи, снутри, и без них было видно примерно так же, как в них. Хотя какое-то время я пыталась их спускать просто на нос и смотреть то через них, то как бы поверх них, но это ненадолго хватило. И очень классно вот эта вот сумка, хотя она, казалось бы, совершенно ужасная, но, видимо, она из такого материала водонепроницаемого сделана. Все, что было в ней, абсолютно сухое. То есть бутылка, телефон, чехол от наушников, ключи, там еще всякие мелочи, все сухое, просто я в восторге. На этом, наверное, уже все. Телефон разрядился ровно, когда я зашла домой, поэтому сейчас записываю вот это видео с планшета лежа на кровати. Еще один плюс от этой тренировки, что после нее я офигительно с радостью зашла в душик. Просто классно. А еще из-за того, что все мокрое, то, естественно, сразу все нужно было кидать в стиралку. Кстати, закинула, а запустить забыла. И я думаю, что если бы не было дождя, то мне было бы страшно, стрёмно, боязно и так далее, все возможные эпитеты, мыть, стирать, чистить кроссовки, потому что это же новые кроссовки, асиксы, беговые. А тут, они уже были мокрые, и плюс на них была какая-то там трава, еще что-то, какие-то, видимо, ошметки листвы, и их, надо было помыть. А так как они уже были мокрые, я просто их, естественно, под струей воды со всех сторон помыла. Правда, вот не уверена, как правильно их сушить. Мне кажется, что на батарее это не самый лучший вариант. У меня есть электросушилочки, такие маленькие, которые всовывать надо в обувь, но я пока их, пока сама мылась, поставила на батарею подошвой, а когда закончила мыться, сняла и поставила в ванную, как бы облокотив на бок, и мы сами вниз, вот, чтобы с них как-то стекало. Надеюсь, они высохнут. Вот. Так, наверное, на этом уже, да, на этом уже все. Хотя, нет, надо будет еще посмотреть отчеты о тренировках в приложениях, потому что через часы я это записывала как высокоинтенсивную интервальную тренировку. И, естественно, там никакой трек, ничего не записалось, то есть, возможно, там только всякие показатели типа пульса будут. Но так как я бегала еще с телефоном, я там ничего не запускала, но у меня там автоматически через Samsung Health записалась, не помню, тренировка ходьбы или бега, но записалась, без трека тоже, конечно, но записалась именно такая вот тренировка. То есть надо будет это все посмотреть. Возможно, когда посмотрю, тоже что-нибудь дозапишу, чтобы это видео было полноценным. В общем, посмотрела я приложение, причем у меня тут уже чуть инфаркт не случился, потому что ни в Mi Fitness, ни в Suunto, ни в Samsung Health, ни в Google Fit, нигде, короче, я не могла найти тренировки именно вот через часы записанные. То есть единственное, что у меня за сегодня было, это автоматически записанная тренировка в Samsung Health, вот это вот типа ходьба. Я уже там начала гуглить, почему это могло не сохраниться, там кэш чистила еще. Оказалось, я просто забыла включить Bluetooth после того, как пришла домой, потому что телефон разрядился. В общем, автоматически записанная тренировка ходьбы в Samsung Health 50 с чем-то минут. То есть это с учетом ходьбы, когда вот я записывала видос во дворе, уже после тренировки. В правой руке буду держать, а то левое плечо уже болит после как раз записи во дворе. Ну вот, и он показывает примерно 5 километров. По плану тренировка была 35 минут, то есть 5-1, 5-1 и так далее. И по факту в Mi Fitness 42, по-моему, минуты. Из них показывает 9 минут в 4-й зоне, 21, по-моему, в 3-й, 10 минут во 2-й, что внезапно. Всего лишь 27 секунд в 1-й зоне, хотя мне казалось, что было больше. И, по-моему, 40 или 42 секунды в зоне МПК. Это вот как раз то, что я говорила, что в один из отрезков я туда забежала. К сожалению, естественно, никакого трека, ничего не сохранилось, и когда я загрузила эту тренировку в Страву, то там не отобразились даже ни вот эти вот пульсовые зоны, ни графики, ничего, поэтому явно записывать через вот этот хит высокоинтенсивные интервальные тренировки не вариант, ну, буду искать. Пока не нашла, какой есть нормальный вариант, где можно перещелкивать отрезки именно вот ходьбы и бега.
либо записывать все как бег, либо записывать все как ходьбу, но это не совсем мне нравится. Ну, вот так. В любом случае, очень рада, что я вышла на эту тренировку, что я ее сделала. Начало положено, теперь главное продолжать.